вкуснятина. Посмотрите, какая она густенькая. Очень ароматная. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами приготовим окрошку. На улице очень жарко, а окрошка, она всегда спасает от жары. Давайте приготовим. Для приготовления окрошки я отварила картофель и яйца. Сейчас я их быстренько очищу и будем дальше готовить блюдо. Картофель Турции очень вкусный. Это молодой картофель, новый урожай. Немного разварился, но картошка рассыпчатая такая получается. В Турции сейчас очень жарко, больше 30 градусов, поэтому окрошка — это, наверное, самое любимое блюдо на такую жару. Ну, еще можно красный свекольный суп холодный, он также хорошо на жару. Окрошка, наверное, все любят готовить. На жару она самое любимое блюдо. Ну, конечно, поделитесь, что вы готовите, что вам нравится, когда на улице очень жарко. Я также, может, приготовлю по вашему рецепту обязательно. Почистим яйца. Я люблю, когда в окрошке много яиц. У меня 6 штук. Теперь мы все нарежем кубиком небольшим. Картошку, помидор, огурец, редиску, ну и все остальные овощи. Картошку мы нарезали. Теперь нарежем яйца, также кубиками небольшими. Яйца в Турции практически как домашние по вкусу. Очень такие. В магазине берете и как дома. Картошку и яйца мы нарезали. Теперь мы нарежем редиску. Также все кубиками. Так, вот мы редисочку еще нарезали. Сейчас добавим сюда в миску. Такая ароматная запах редиски. Теперь нарезаем огурцы. Хвостики обязательно убираем, они не нужны. И также нарезаем все кубиками. Сначала полосками, а потом на кубики. Пишите, как вы готовите окрошку, чем заправляете. Каждый заправляет окрошку по-разному. Кому нравится квасом заправлять, кому сметаной или там кефиром. Некоторые заправляют окрошку айраном. Я буду заправлять йогуртом. Мне нравится турецкий йогурт, он такой похож больше на кефир, такой кислинкой, но он такой густой, очень удобно. Сейчас все нарежем меленько, а потом как наедимся окрошки.
И пойдем на море. У нас жара, в Турции сейчас больше 30 градусов, поэтому загорать, купаться очень хорошо. Пишите, какая у вас погода, что вы делаете. Мне интересно. Теперь мы нарежем колбаску. У меня кусочек такой 300 грамм. Вкусная колбаска, ароматная. Берите колбасу обязательно вкусную. Сейчас мы ее колечками нарежем, потом нарежем кубиками. Кубики приблизительно одинаковые получаются. Плюс-минус. Также засыпаем колбаску. Потом мы все переложим в глубокую кастрюлю и будем заправлять. Теперь нарежем зеленый лук. Я обычный лук репчатый не кладу. Мне больше нравится такой перьями. Молодой лучок. Если более толстенькая такая стебелек, можно его разрезать пополам. Он будет более мягенький и очень удобный. И более ароматный, чем старый. Вот так мы его порежем. И меленько. Лук я отдельно в миску такую глубокую высыпаю. И всю зелень сюда порежу, еще петрушку и укроп. И потом немного посолю, и вот пожамкаю ее так немножко, она будет более мягкая и не будет такая жесткая, как бы в окрошке. Будет намного вкуснее. Лучок какой ядреный. Я лука люблю. Кладу много всегда. Сейчас мы его сюда всыпем в мисочку эту. И нарежем. Что мы нарежем? Укроп. Хороший пучок такой. Стебелечки я не буду бросать, а вот именно такие веточки тоненькие. Давайте нарежем. И также меленько. Теперь я нарежу петрушку, но петрушки поменьше кусочек. Также листики только режем, стебелечки не нужно. Всю зелень мы нарезали. Теперь я беру немного соли, где-то пол чайной ложки. Это маленькая ложка, но где-то пол чайной ложки. Присаливаю и все пережимаю вот так, пожамкать нужно. Как бы протереть эту смесью, она будет более мягкая и более вкусная. Вот так, немножко. Лучок дал сок, зелень также дала сок. Вот такая мягенькая получается. Все овощи, которые мы нарезали, я пересыпала вот в такую глубокую кастрюлю. Добавлю теперь укроп, всю зелень. Вот она вся у меня. Много она мягенькая, очень ароматная. Берем, все перемешаем хорошо. Теперь окрошку я буду заправлять. Я возьму йогурт. Вот такой турецкий. Здесь 4% жирности, 4% протеина. Очень вкусный йогурт. Йогурта я добавила пол коробочки. Коробочка сама 750 грамм, но пока половина. Добавлю еще пол чайной ложки горчицы. У меня горчица острая, а она придаст остринку окрошки. Вот так где-то. Все перемешаем, чтобы йогурт растворился. Пожалуй, я еще немного добавлю йогурта, так будет намного вкуснее. Да добавлю весь.
Пусть будет вкусно, сытно. Вот всю коробочку. Все перемешаю и посолю. Соль солите по вкусу. И вот так где-то чайную ложку с горкой кладу, перемешаю, залью ледяной водой и потом попробую. Заранее я закипятила воду и остудила. Она у меня была в морозилке. Маленький лед даже плавает. И вот сюда мы выливаем. Немного все перемешаем. Я люблю, чтобы окрошка была не жидкая, а такая густенькая. Ну, как я говорила, что каждый любит заправлять окрошку на свой вкус. Кто любит квасом, кто любит кефиром, кто айраном, поэтому у каждого она своя. Ну, мне нравится такая заправка. Еще добавим немного воды. Все мы перемешали. Теперь я добавлю обязательно лимон. Я его разрезала на две части и выжму сок сюда. Вы можете добавить уксус, если есть. Или лимонную кислоту немного. Но мне лимон нравится. Я вот так его выжму, чтобы семечки не попали. Лимон придаст кислинку окрошке. И когда жарко, ее очень вкусно кушать. Когда она такая немножко кисленькая. Все мы добавили сюда. И лимончик, и йогурт. Все перемешали. Теперь нужно попробовать на соль. Нужно ли добавить или нет. Сейчас попробую. Вкусно. Соли надо. Соли надо где-то вот таких пару ложечек. Это где-то половину столовой ложки. Маловато. Сейчас перемешаем. Еще раз попробуем, чтобы соль растворилась. Так, соль растворилась, ну, финальная проба. Попробуем. Теперь все хорошо. Всего хватает. И соли, и горчичка такая, знаете, остринку придает. Очень вкусно. Поэтому не бойтесь, кладите горчицу. Вот такую окрошечку мы с вами приготовили. Сейчас мы попробуем. Она густая. Очень ароматная. Вкуснятина. Посмотрите, какая она густенькая. Очень ароматная. На жару. Сейчас сядем на балконе. Будем смотреть на море и наслаждаться этой окрошкой. Кто будет готовить, всем приятного аппетита. Ну и, друзья, кому понравился мой рецепт, не забывайте подписываться на мой канал. Посмотрите, какая красота. Подписываться на мой канал, ставить лайки, делиться с друзьями. И этим вы помогаете продвигать мой канал. И мы растем вместе. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующей встречи в следующем видео. Я вас жду. Окрошка очень вкусная. Готовьте.